Всем привет! Недавно я записал видео про боевую четверку, где рассказал, чего мне не хватает и что я хотел бы собрать все журналы. Возможно, я поступил опрометчиво, потому что в этот раз я забрал с почты 15 килограммов посылок. Я реально чуть не помер тащить их. И это было очень тяжело. И я не знаю, что будет дальше, ведь это только посылки, пришедшие из близлежащих городов, я так понимаю, которые пришли за неделю с чем-то, а скоро, наверное, еще что-то придет из более далеких городов. Мне реально страшно, но я продолжаю свою рубрику «Почтовый четверг». Вторая ошибка, которую я допустил в прошлый раз, это то, что я отложил некоторые письма на следующий выпуск, на этот, то есть выпуск. А в этот раз пришло писем тоже не меньше, поэтому я уже не справляюсь с потоком почты, которую вы мне присылаете. Не знаю, что будет дальше, посмотрим, но пока начинаем читать. Первое письмо от Алексея из города Салават. Привет, меня зовут Алексей Чернов. Знаю, что ты собираешь карточки боевой четверки. Решил отправить тебе чуть-чуть, действительно пришло. Следующее письмо от Дениса. Пишет он из города Санкт-Петербург. Говорит, что нравится программы Game Shelf и Brickworm. И вопрос задает, можно ли как-нибудь зайти к вам в гости. Мне кажется, это не очень безопасно, когда у тебя публичный канал, чтобы пускать всех подряд в гости. Ты уж прости, но вас много таких желающих, а я один, поэтому я тебе все-таки откажу в этом. Арсений из города Новосибирск задает вопросы. Будете ли вы снимать Insert Coin про Primal Rage или Killer Instinct? Честно говоря, не думал на эту тему. Есть, мне кажется, более интересные ожидаемые игры для программы Insert Coin, но сейчас с программой вообще сложно, как ты, наверное, можешь заметить. Что за красная портативка на полке рядом с играми для Wii U? Это же Game Boy. Это Game Boy Pocket. Да, Game Boy Pocket. Сверху просто камера торчит, она как картридж. Ну, геймбой как геймбой. Пишет мне Ваня из города Изобильного. Когда я увлекался Лего, я наткнулся на твой канал. Одно время я смотрел только Brickworm, ну а потом начал смотреть стримы, новости, развлечений и Game Shelf. Присылаю карточки черепах и хочу задать несколько вопросов. Знаешь ты такую игру Counter-Strike Go? Ну, конечно, знаю. Если ты знаешь, что играл, один раз играл на выставке, я играл в ее предшественника еще в детстве, и мне хватило. Будешь снимать Lego Angry Birds. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Надо хотя бы посмотреть, что за наборы-то вообще будут. И знаешь такую игру agar.io? В последнее время мне на стримах часто про нее говорят. Нет, я про нее не знаю, никогда не видел. Желаю успеху каналу. Спасибо огромное. И спасибо за маленькие подарочки, включая карты, черепах и несколько фишек из 90-х. Уж не знаю, откуда они у тебя. Старенькие, действительно. Никита из города Москва. Я тоже, как и ты, ютубер, говорит Никита. На моем канале 31 подписчик и более 8000 просмотров. Интересная статистика. У меня такой вопрос. Как заработать много подписчиков, как у тебя? Нужно делать хорошие видео, и чтобы все твои 31 подписчик радовались и показывали своим друзьям твои видео. Второй вопрос. Когда ты сделаешь обзор на Lego City Лесная полиция? Не знаю, не собираюсь. Возможно, никогда. Такое случается. Огромное спасибо тебе за обзор на Башню Мстителей. Я прошу тебя делать больше обзоров на Лего, но больше, чем раз в неделю тяжело, честное слово. Успехов и радостей в жизни. Ну и довольно странный набор подарков. Это несколько деталек Лего с фигуркой, марки, карточки, тачки. И самое главное, это семена огурцов. Реально целая пачка семян огурцов. Огурец-конкурент называется сорт. Пакет с двойным сроком годности, не боится влаги. Теперь будут у меня дома расти огурцы, карточки и вот. А мы переходим дальше. Иван из города Тверь вот с таким письмом с супергероями. Ваня отправляет мне карточки по черепахам и рисунок, задает вопросы. Сейчас сначала начнем с вопросов. Какой твой любимый набор Лего по черепахам? Как я уже недавно отвечал, скорее всего, это подводная лодка с черепахами. Какая твоя любимая игра на автомате? Marvel vs. Capcom. Как мне подключить японский Super Famicom в русскую розетку? Я не помню, какая там в Японии
какое там напряжение в розетках, посмотри, какое напряжение. Если 110 вольт, к примеру, то тебе нужен трансформатор с 220 вольт на 110, чтобы не сжечь блок питания. Если там тоже 220, например, то ничего не нужно. В общем, займись вопросом напряжения. Ну и как обещано, рисунок был жуткий, немного рисунок с черепахами и пару карт. Пишет мне Тимур из КБР. Что такое КБР, я, честно говоря, не знаю, но загуглю, когда буду монтировать этот ролик. Привет, Николай. Смотрю все твои видео, люблю смотреть почтовый четверг, игровые новости и стримы, пишу первый раз. Будет видео кто кого? Будет, но попозже. Будет стрим по Майнкрафт? Не будет. Будут ли стримы по Лего играм? Уже идут, не пропускай. Я решил тебе подарить карточки Mortal Kombat, а вот это интересно. Карточки интересные, я, честно говоря, так и не нашел никаких копирайтов и к чему они принадлежат. Карточки Mortal Kombat двух видов. Одни вот такие, тут есть, например, Сайрекс и Сектор в человеческом виде и всякая их статистика. И вот такие вот с Шиноком и прочими бойцами, уже, видимо, новыми. Хотя, может, они все новые. Черт их знает. В общем, кто знает, в комментах напишите, откуда такие карточки и где их можно было взять. Первый раз такие вижу. Спасибо. Пишет мне Никита из Рязанской области. Задает вопросы. Играл ли ты в игру Сталкер? Играл. Что нужно сделать, чтобы канал быстро развился? Ничего. Это практически невозможно. Это один шанс на миллион, чтобы он быстро развился. Нужно стараться и работать. И следующий вопрос: легко ли быть ютубером? Очень сложно. Это реально очень сложная работа, если только ты не стал популярным там на летсплеях. Хотя и это довольно трудно каждый день там что-то закачивать и делать качественно. Но это попроще будет все-таки. А в моем письме ты найдешь сет новичка Сталкера. Просто мне очень нравится Сталкер. И в наборе была вот такая фигурка из почти Лего с мужиком, у которого есть нож, пистолет, какая-то рация. Здесь очень мелкие детали. Есть бинокль, есть подставка, есть 100 рублей, есть карта, которую нарисовали вручную, и какая-то баночка, на которой тоже написано ручкой «Сталкер». И вот такое большущее письмо от Никиты из города Рязань. Уважаемый Pixel Devil, мне очень нравятся ваши выпуски Game Shelf, Brickworm и новости развлечений. Я хотел бы снять ретроспективу серии игр Марио в стиле Turtle Power со скетчами и смешными сценами. Я могу сделать качественную серию обзоров, потому что у меня есть опыт в написании рефератов. Ты уверен, что опытов в написании рефератов достаточно, чтобы снимать видео? Совсем разные вещи. Я участвовал в школьном кукольном театре и занимаюсь любительским переводом веб-ситкомов. Высылаю вам первую часть и хочу узнать ваше мнение об этом. Надеюсь, что рисунки с Пони и Мегаменом вам понравились. Плюс я увлекался Лего в детстве. Если у вас моя идея заинтересует, отправьте ответ на ящик. Искренне ваш подписчик Яковлев Никита, ник на ютубе мистер Клейман. Значит, постскриптом еще про аркадный автомат. Когда починю, не знаю. Давай серьезно с тобой поговорим, раз уж ты решил мне прислать вот такой толстенный, да, сценарий. Покажу твои рисунки сначала. Рисунок раз, рисунок 2, Sega vs Capcom. И еще отдельный лист. Здесь список реквизита для ретроспективы Марио. Здесь куча игр. Я так понимаю, ты хочешь где-то их добыть, не покупая. Вообще такого не бывает. Каждый из нас, Жар, я, Киноман, все мы покупаем кучу реквизитов для съемок наших программ. И по-другому вряд ли тебе удастся все это найти. Давай поговорим про сценарий. Ты написал огромный текст и выслал мне его. Я, наверное, все это дело почитаю, но скажу тебе одно. И самое главное, без опыта съемок чего-либо люди к тебе не пойдут сниматься в твоем видео, какого бы опыта у тебя ни было. Если у тебя нет наглядных примеров, можно сколько угодно об этом говорить, но все равно снимать видео не так просто. Если ты этого никогда не делал, то, скорее всего, у тебя этого не получится. Тебе надо несколько лет для этого опыта. Здесь ты решил, не спросив заранее, задействовать меня, Валю, кепку Марио в скобках Жар, ну то есть Жара, я так понимаю, Киномана, и, в общем, кучу людей. А наверняка половина из них не согласится, может быть даже все, потому что у всех свои дела, все заняты. И если ты хочешь выслать кому-то сценарий, заполучить его для съемок, прежде всего
нужно зарекомендовать как-то себя на этом поле. Каждый режиссер снимает сначала несколько картин, прежде чем звать каких-то суперзвезд. Я не называю себя суперзвездой, нет. Но я человек популярный, меня знают на YouTube. Вот, про тебя я слышу впервые. Сначала набей руку, а потом уже делай подобные предложения. Если честно, я не готов сняться, даже не читая это. Я готов тебе это сказать 100%. Просто потому что это так не работает. Вот. И я оставлю себе этот сценарий, полистаю его. Я надеюсь, тебе понятна моя мысль, и мечты мечтами, но если хочется заняться чем-то серьезным, то бери и практикуйся. А мы переходим к посылкам. Посылок сегодня не только много, но они еще и сами по себе огромные. Но это и не мешает наличествованию нескольких небольших посылочек, которые меня не так сильно пугают, как эти огромные ящики, которые стоят здесь рядом. Ну ладно, до них мы еще доберемся. Первая посылка от Ивана. Сегодня все Иваны и Никиты, по-моему. Город Красный Кут, по-моему. Может быть, не Красный. В общем-то, Саратовская область, прочитать тяжело. Привет, Коля, я Ваня, пишу тебе второй раз, присылаю Вале 5 браслетов из резинок. 5 браслетов. 5 браслетов. А тебе высылаю 3 в одном Gex на PlayStation 1. Вот такая игра, золотая коллекция. Хвост — это орудие ящерного пролетариата. Сзади написано: враги смахивают с этим хвостом легким его помахиванием. Смахиваются легким помахиванием. В общем, игра огонь. И вопросы. Когда выйдет 31 серия Game Shelf? А на прошлой неделе. А пока письмо шло, все уже вышло на канале. Почему не было стрима по миру юрского периода? 3 стрима уже было по миру юрского периода. Заходи. Куда заходи? Ты и так на лайв-канале, если смотришь это видео. И здесь были все записи. Следующая коробочка от Михаила из города Ставрополь или Ставрополь. Наверное, Ставрополь. Внутри подозрительно, вы, наверное, слышите, что-то небольшое бьется о стенки. А, это мини-фигурка Лего, у которой вместо головы почему-то обычная деталька. Отправляю тебе гостевой пропуск в StarCraft 2. Гостевой пропуск в StarCraft 2. Спасибо. И самодельную мини-фигурку. Если у тебя есть StarCraft 2, то подари другу. Если нет, можешь сделать на нее обзор. Не буду делать на StarCraft 2 обзор, потому что хочу на другие игры сделать, честное слово. Вопросы. Почему ПЧ стал реже выходить? Потому что это не основная рубрика на моих каналах, и когда я сильно очень занят другими выпусками, и у меня нет времени, я не могу ее снимать. Плюс к тому же бывает иногда, что за неделю писем набирается довольно мало, и я оставляю их на следующий раз. Все довольно просто. Будет ли обзор на набор на заднем плане? В 100 раз уже спрашивали. Не знаю, пускай пока постоит там. Почему ты не играешь в Майнкрафт? Ведь на другие игры у тебя время есть. Потому что мне не интересна эта игра. Все довольно-таки просто. Спасибо большое за письмо. Переходим к следующей посылке. Из Архангельска пришла посылка. Николай, большой привет тебе из Архангельска. Меня зовут Артем. Смотрю Брикворм, новости развлечений, почтой по четверг, задротскую закупку. Смотри вообще все видео, вообще будет вот так. Я хочу тебе сказать, что ты лучший обозреватель конструкторов Лего и видеоигр. Ответь, пожалуйста, на мои вопросы. Будешь ли ты делать обзор на набор Лего из сериала «Теория большого взрыва»? Пока не знаю, посмотрим на его цену. Сейчас все очень дорого из-за рубежа заказывать. У нас он наверняка, я уверен, продаваться не будет. А у вас в городе есть карточки по черепашкам ниндзя Nickelodeon? Давно не смотрел в киосках, но скорее всего все еще есть, почти уверен. И собственно, что прислал мне Артем, это журналы. Спасибо огромное. Номер 60, 39, 36, 37, 20, 61. Я подумал, что я, наверное, зря в прошлом видео, ну там, где про боевую четверку, разместил полный список всего, что мне не хватает именно под видео. Я в этот раз все переделаю и размещу информацию ВКонтакте в отдельном обсуждении и буду давать ссылку. Просто будет так удобнее. Я буду редактировать ВКонтакте поступление новых журналов и карт, и чтобы была всегда актуальная информация, чего на данный момент не хватает, чтобы не переписывать описание каждого видео. Ну, вы понимаете, да? В общем-то, за журналы спасибо огромное. Помимо журналов есть рисунок с черепахами и с
разными еще существами, в общем-то, Звездные войны. А также это первое письмо, в котором мне прислали карточки боевой четверки, которых у меня не хватает. И, как я обещал, в обмен за каждую, которую мне не хватает, я буду в ответ отсылать 3 карточки, которых не хватает у тебя. Список есть, все здорово, я все это кладу обратно в конверт после съемок ПЧ. Твой конверт я открою первым, и за каждую не хватающую у меня в коллекции карточку по боевой четверке мы вышлем тебе в ответ 3 карточки, которых не хватает у тебя. Естественно, еще будет много писем с карточками. Само собой, первым делом отправляю тем, кто мне прислал первыми. Если в следующих письмах будут такие же карточки, то есть они у меня уже есть, за них я, соответственно, уже не отправляю по 3 карты. Я думаю, это понятно, иначе я буду рассылать письма до конца жизни просто, и у меня этих одинаковых карточек будет очень много. Конечно же, играет роль успеть первым, и еще немножко удачи в моей стопке посылок тоже попасться первым. В общем-то, я думаю, правила всем ясны, мы переходим дальше. Следующая посылка очень тяжелая, прям вообще кошмар, столько весит только кирпичи и как раз таки бумажные всякие издания, журналы и прочее. Подозреваю, там они от Данилы из города Полозна, видимо. В общем-то, Пермский край, Добрянский район. Сейчас посмотрим. Письма в посылке я не нашел, зато есть вот такой плакат с Мстителями, и сзади Росомаха и Гамбит, и Модок, и куча журналов по всяким Человекам-паукам, героям и злодеям. В общем-то, я 100 раз говорил, что я их не собираю, и это все-таки детские журналы, не имеющие никакой коллекционной стоимости. Но все равно огромное спасибо, тут ведь есть классные наклеечки по черепахам. Следующая коробка из города Киров от Дмитрия. В общем, Дима рассказывает, что он любит мой канал и желает столько же подписчиков, сколько у PewDiePie. Причем говорит, что ты, скорее всего, его не знаешь. Это самый топовый канал на YouTube. Его почти все знают, конечно же, я в курсе. Желает мне сняться в каком-нибудь фильме. Если честно, не очень этого хочу. Из меня актер-то никакой. И есть вопросы. Будешь ли ты снимать летсплей? Нет, не буду. Раньше снимал. Сейчас подумал, что стримы это более живо и интересно. И веду прямые эфиры. Это почти то же самое, в принципе. Есть ли у тебя страница ВКонтакте? Конечно, есть. Под каждым видео в описании есть куча ссылок с моими страницами, в том числе ВКонтакте. Заходи, подписывайся. И дальше идет перечисление всего, что есть в письме. Значит, есть, во-первых, есть рисунок Дарта Мола из Star Wars. Во-вторых, есть игры на комп, вот Lego Marvel. Жалко не на PlayStation. Ну, конечно, на PlayStation, да, это слишком жирно было бы. Просто ее удобнее стримить. Человек-паук. Новая страница. Новая страница, господи, поназывают, в общем, непонятно как. Дальше есть вот такие карточки. Парочку из боевой четверки, точнее, одна есть трансформеры, еще что-то, но я только по черепахам собираю, поэтому их оставлю. Спасибо огромное. А еще есть вот такой прозрачный шарик с зубом акулы, по крайней мере, так было написано в письме. Это что, реально зуб акулы? Блин. Ну это круто, что прям достали из акулы и поместили в шарик. И вот такой вот шарик с какой-то вот кнопкой. Я не знаю, что происходит, но в общем, вот такая штука. Хе-хей. Итак, у меня осталась последняя не гигантская посылка на сегодня от Евгения из города Липецк. Посмотрим, что там, такая плотненькая посылочка. Все замотано в пакеты, скотч и пупырку. Ничего пока не понятно. Итак, я все распаковал и сейчас наконец-то буду читать письмо и все показывать вам. Привет, Коля, помнишь меня? Шлю тебе многоточие и многоточие. Я всех не могу запомнить, это нереально. Сколько тебе лет? 28. Я занимаюсь спортом тэквондо. Уже ездил на соревнования и занял 2 место. Неплохо. Ну что, узнал ты, где Липецк находится? Я посмотрел, но ничего не запомнил. У меня очень плохо с этим. Если с картой стран в мире мне как-то еще хорошо, я помню более-менее почти все, где находится. Но карта России с огромным количеством городов у меня в голове постоянно перемешивается. Давай я лучше покажу, что ты мне прислал. Ну, во-первых, это вот такой вот сундук с трансформерами. Блин, честно говоря, карты не собираю, но сундук великолепный. Он из такого материала приятного сделан. Тут столько карточек.
Открывается он с двух сторон. Тут потайное место такое для еще нескольких карт. Очень неудобно показывать, но здесь карточки, видимо, супер редкие. Такие лучше не ронять, как это я сейчас делаю. Ума не приложу, что мне теперь делать с этим богатством. Но, может, подыщу ему какого-нибудь достойного владельца. И куча всего приятного из Лего. Это вот такой вот мужик-вор на лодке. И похоже, что целый набор из Star Wars. Я узнаю вот эту вот штуку. Видел на одном наборе. Такие колеса. 10 штук классных. В общем, это все надо собрать все вместе. И... в наборе целых 5 вот таких вот крутых штурмовиков. С первого взгляда не вижу, отличаются ли они чем-то или они все одинаковые. Ну, вроде как похожи на одинаковые. В мою маленькую коллекцию Lego Star Wars это будет отличным добавлением. Спасибо огромное. Следующая посылка, это где? Пятерочка. Огромная посылка. От кого пока прочитать не могу, но знаю точно, что из Москвы. Так, друзья, тут что-то очень интересное в пупырке, очень большое, пока не пойму. Сейчас буду добираться до сути. Значит, во-первых, это еще вот такая железная банка. Человек-паук, герои и злодеи. Господи, не знаю, что мне делать со всем этим добром. Карточки классные, здоровские. Но нет места у меня уже дома к карточкам, я же не собирался их собирать. Спасибо огромное. Так, нашел письмо, немножко помял, пока доставал. Привет, Коля, меня зовут Вова. Поскольку не имею паспорта, отправляю письмо через папу Игоря. В общем-то, я и не понял, от кого было отправлено, так что все норм. Кстати, папа, я так понял, чемпион России по хоккею с шайбой. Подписан на твои каналы уже год, люблю все твои рубрики и передачи, особенно люблю серию роликов по постройке аркадного кабинета. Понравилось настолько, что захотел повторить, но столкнулся с проблемой, у меня нет возможности начертить. Ты не мог бы отправить чертеж твоего аркадного автомата мне в личку ВКонтакте или по мейлу? Все просто, я сразу выложил чертеж, ну почти сразу, в своей группе. Заходи в мою группу ВКонтакте, есть ссылка на паблик, по-моему, называется «Мой паблик ВКонтакте». В описании этого ролика переходи туда и в альбомах ищи альбом по аркадному автомату. Там есть фотографии всех чертежей. Все давно в общем доступе, так что... стоило только поискать. Вопросы, что с аркадным автоматом? Там материнская плата как минимум сгорела. Я теперь думаю, надо делать апгрейд, чтобы шли более новые игры. Пока было мало времени, чтобы понять, что купить, составить список и поскольку это обойдется. Починку автомата, наверное, выкладывать не буду. Отнимет лишнее время, лучше сниму какие-нибудь новые программы. Какая серия лучше, Mortal Kombat или Street Fighter? Обе серии хороши и круто, что они есть обе, противостоят друг другу. И есть какая-то конкуренция. В конкуренции всегда рождаются крутые игры. Они обе очень крутые. Я не буду выбирать, честное слово. Как ты относишься к Samsung? Ну, к компании отношусь нормально. К разным продуктам по-разному. Очень телевизоры люблю, например. Samsung всегда пользуюсь ими. Когда Helicarrier? Все 200 тысяч ждут. Все ждут обзор Helicarrier, я так понимаю. Блин, он столько стоит, что я реально не могу его купить. Но вот правда, я столкнулся с такой проблемой. Но это адские деньги. С доставкой в Россию, вот я уже говорил недавно, это 1035, наверное, будет. Если удастся Симпсонов собрать на стримах, там есть объявление на канале, зайди посмотри, зайдите все посмотрите. Если удастся с Симпсонами, то, может быть, удастся и с Helicarrier'ом. Если не удастся нам вместе как-то собраться, то, блин, это будет нереально. Потому что цена заоблачная. Желаю тебе всего самого наилучшего, миллионы подписчиков, и чтобы денег было завались. Ну вот, видишь, на набор по Helicarrier'у не хватает. Чтобы с Валей все было хорошо. И совет, не надо портить свадебный ролик рекламой. Все-таки свадьба. Это изначально была реклама. Я уже 3 года женат. Все в порядке, расслабься. Мы ничего не портили. И в посылке-то еще не все. Тут еще куча всего. Огромная коробка. Вот такая. Сейчас я попробую ее открыть и посмотреть, что там внутри. И внутри меня ждала вот такая огромная папка с журналами про Человека-паука, Героя и Злодея. Мне больше интересно, где ты взял такую клевую папку, чтобы их туда поместить. Она действительно классная. И вот она, основная посылка нашей сегодняшней программы. 9 килограмм. 9 с чем-то килограмм. Я не знаю чего, но здесь посылка с цифрой 6.
Сегодня не так много было журналов по боевой четверке, которых я ожидал. Думал, все, что вы прислали, вот эта вот огромная масса, это они. Но сейчас может резко все измениться и перевес стать в сторону этих журналов. А может быть и нет. Может быть это все стечение обстоятельств. И не знаю, где начать ее открывать. О, господи, нет, ребята, я все-таки был неправ. Никаких журналов. Что-то даже поинтереснее, я бы сказал. Дорогой Pixel Devil, я Антон. Мне 21 год, и я смотрю все твои видео. Спасибо тебе за ПЧ и GameShell. Я так был впечатлен размерами посылки, что даже забыл посмотреть, откуда она, от кого. Но от кого я уже узнал. Откуда это город Ярославль. Тебе никто еще не присылал игр на приставке от Nintendo. Но были, кстати, игры старенькие на Game Boy, например, Color. По-моему, Color. Но не суть, читаю дальше. Надеюсь, что тебе понравятся эти игры, и ты получишь от них столько же удовольствия, сколько и мы. В некоторые из них тебя ждет сюрприз. Надеюсь, что ты быстро их найдешь. Это отправление стало возможным благодаря этим лицам. И тут перечислена куча людей. Я прочитаю, потому что посылка действительно внушительная. Делсин Ананас, The Валеев, Green Gamer, Мефиресв, Кисел, Слай, Анубиас ДК, Хома, Джек, Риппер, Ру, Кэтсон, Блуд Геймер, Блад Геймер. Все время неправильно читаю это слово. Рейн 11793 и Мун Рей. Это еще не все, еще 4. Провайдер TH, Мегатон X, Никомпот, БЛ, Хедатай. Ну вы сами понимаете, читать такое с бумажки очень сложно впервые видя, так что сори, если что-то ошибся. И в конце написано и просто Никита. А теперь вопросы. Ладно, я все-таки приберегу это напоследок и сначала прочту вопросы. Смотришь ли ты The Cat Mario? Все, мое произношение сломалось. Смотришь ли ты The Cat Mario Show? Смотрел пару раз, когда болел, лежал с температурой, было скучно, зашел в магазинчик этот с 3DS и давай смотреть эту ерунду. Но вообще забавно, я думаю, для детей прикольно. Смотрел ли ты телепузиков? Смотрел пару раз, но даже в детстве я смотрел их, чтобы поржать и сказать, чем они занимаются, эти придурки, они же идиоты. Я уже тогда любил плохие видео и всяких идиотских существ. Кто твой любимый? Ой, у меня нет любимых телепузиков. Сори. Ты сделаешь видео про Sonic the Hedgehog 2006 года? Или на всю серию целиком? Вот скорее про всю серию говорить проще. Я бы попробовал начать с Соника, но сначала надо закончить с Контрой, мне кажется, и Мегаменом. Потому что когда я параллельно некоторые серии обозреваю, все остаются недовольны. Когда Контра, когда это, когда то. А вот до 2006 года Соника еще добраться бы. Ух. Сделай, пожалуйста, обзор на любую из игр, находящуюся в этой посылке. Посмотрим, подумаем, я еще не знаю, что там. Кто твой любимый персонаж в Dragon Ball? Да, наверное, Гоку, как бы это банально не было. Но я не так сильно знаком с Dragon Ball'ом. Еще пока времени мало, чтобы сесть, посмотреть там кучу этого аниме или почитать мангу. Что тебе больше нравится? Пепси или Кока-Кола? Кока-Кола, конечно же. Передай привет Роману, Арсению, Лене из Бесконечного Лета, моему пауку Гоше, которого я уже 3 года не могу снять с потолка, Белому коню и Такаши и Идзуки. Всем привет, ребята. Дальше идет странное пожелание и квадрат с надписью «Это не квадрат». Но, видимо, все-таки не квадрат, и надо... Но вот прям так и хочется посчитать количество клеточек по горизонтали и вертикали, чтобы убедиться, обманывают меня или нет. Но 12 на 12 же квадрат. Ладно, неважно, давайте смотреть, что в посылке. Куча денег. Доллары. Но я бы мог начать обмазываться 100-долларовыми купюрами. Но тут есть кое-что получше. Тут есть кое-что, чем можно обмазываться целую вечность. Это игры по Диснеям, по самолетам Диснея, игры на Wii, игры на 3DS. Их очень много, их 9 килограмм. 9 килограмм игр, я сейчас буду их все доставать.
Естественно, я не могу их уместить в руки. Смотрите, что есть. Кроссворды. Кроссворды аккуратненько положим, чтобы не испортились. Они в одном экземпляре. Дальше, опять же, деньги. Я попытаюсь сложить все на себе. Короче, я устал уже это доставать все. Их очень много. 3DS. Вот это скотч. Остатки скотча есть. Не знаю. И еще немного игр на Wii U. Самолеты. Спасибо вам, ребята, огромное. Это на самом деле очень забавно. Я слышал об этой истории, видел, что кто-то скупил этих игр просто тонну. Они, по-моему, сначала были рублей по 30, потом где-то по рублю в каких-то магазинах. Все магазины пытались перекупить их друг у друга и перепродать. Но я, конечно... Коробка, по-моему, там живет своей жизнью. Я, конечно, не ожидал, что все это дойдет до меня. И я даже затрудняюсь посчитать, сколько десятков игр про самолеты диснеевские мне пришло от вас. Это прекрасно. Что ж, ребята, никто и никогда мне не присылал столько игр. Вы самые лучшие. С вами был Почтовый четверг. Увидимся ровно через неделю. Пока. Дальше в письме есть пару дисков. Это какой-то Street Racing Syndicate и Mortal Kombat Complete Edition для компа. Ну, хорошо, будет у меня еще и для компа версия, пускай будет в коллекции. А еще есть Мистер Бернс из Лего. Вот